всех своих подписчиков и гостей моего канала Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня смотрим ваших недоброжелателей, что у них там, а после имболка, да, а после ваших ритуалов, ну и, собственно говоря, вообще, как у них там дела обстоят. Не хотят, чтобы вы исцелялись. Бесит прям людей это. Хочу вам вот так вот передать. Камешки зарядила на определенных местах силы. Камешки сегодня с нами. У нас два варианта. Черный и белый. Все очень прозрачно. Вот. В начале, чуть не сказала ритуала, не знаю почему. Возможно, уже пора какой-то делать. В начале расклада хочу что сказать. Ребят, глядите. Значит, где именно меня можно найти? Это Viber, WhatsApp по тому номеру, который указан под каждым видео, в описании видео и в описании моего канала. Также меня можно найти на Facebook. Все остальные социальные сети я не открывала на данный момент. Вот, все это только в проекте, потому что каждая социалка у меня под определенные вещи задумана. И, допустим, для того же Инстаграма там нужно свой подход, причем не один будет у меня профиль. ВКонтакте, ну такое я еще подумаю, стоит ли туда соваться. На Фейсбуке это абсолютно другая информация идет. Короче говоря, если я только появлюсь в ВКонтакте, либо еще где-то, в том же Инстаграме, я обязательно эту информацию укажу на своем канале. То есть здесь, да, это будет... Также эта информация будет находиться в описании под каждым видео, и там я комментарии оставляю, то есть и там. На данный момент меня... в принципе, более нигде нет, потому что многие из вас мне присылают ссылки. Там несколько букв разницы буквально, да, с моим ником. Но это не я, короче говоря. Вот. Вот эту тему хотела задеть. И да, по поводу личных консультаций, Telegram и WhatsApp. Все остальные, ну то есть их там немного, конечно, там только Facebook. На Фейсбуке я очень редко туда заявляюсь. Ох, как интересно. Ну ладно, сейчас будем смотреть. Захотелось мне взять эту колоду на просмотр наших недоброжелателей. Да, очень интересно, почему именно она, но здесь какая-то, понимаете, здесь уже идет более серьезная махина. В каком плане? Здесь уже, видимо, пойдет обрат через высшие силы. Ну, а ваша ритуалика, знаете, как последняя капля вот была, и сосуд переполнился, и как бы высшие силы сказали: все. Прибыли. Вот так вот. Пора платить по счетам. Ой-ой-ой, ваши недоброжелатели чего-то бегают по ведьмам и ведьмакам, ищут себе, кто же защиту им хорошую поставит. Здесь еще ваши недоброжелатели хотят
знаете, как спасти себя за счет чьих-то ресурсов. Короче, крадники, коперы, стяги. Ну, причем на энергию, на потенциал, на порыв к действию. Вот эти вещи начали ценить. Так, ну я надеялась, да. Ну ладно. Я надеялась, что вы уже определились с вашим вариантом. Сегодня их не так уж и много. Почему так, не знаю. Вот пошло мне 2 варианта, надо и все. И сейчас мы будем их... Да, кстати, чуть не забыла. Возьму вот эту колоду. Заглянем-ка. Хочу, просто мне интересно, как именно эта колода. Она специфическая, она, знаете, такая вот добрая, да? Но мне интересно, как она покажет вот недоброжелателя вашего. Что на ней дадут, какую информацию. То я как-то так пушистые расклады все на ней делала для вас. Вот сегодня попробуем на ней поглядеть что-то пожестче. Ой-ой-ой. С вами, что ли, загадать? Вот давайте, да, так и поглядим. Что там у товарищей после имболка, да? Что вы им откатили, что высшие силы? Начинать буду с черного варианта, ребят. Итак. Давайте-ка посмотрим, что на данном этапе, вот сегодня, здесь и сейчас, в жизни ваших недоброжелателей. Что у них там? Как жизнь обстоит? Дьявол. Отлично. Стоит ли делать расклад дальше? Дьявол, да? Ну, сейчас посмотрим, в каком аспекте у нас дьявол здесь выходит. Что, темные вышли? Знаете, хочется сказать, вот ваши недоброжелатели, они делали такую магию, вот залезли туда, куда лезть не стоит. Вот знаете, бродили по лесу, что-то тыкались, мыкались и такие: о, у нас что тут, середина зимы, да? А ну-ка мы залезем, короче, в логово медведя-гризли. Ну и, короче, видать, влезли, да разбудили его. И здесь вот силы такие интересные выходят. Ого! Силы не просто интересные. Ого! Подсказочка вам еще: огнем. Дожмите их огнем. И вот мне хочется, вот знаете, что идет у вас? Вот в доме есть какой-то предмет, вот типа, ну как указка, не указка, может длинная ручка, какой-то вот жезл, палочка тоненькая. Я не знаю, что вы с ней делаете. Вот. Вот с ней тоже как бы поработаете.
Здесь очень серьезных, ну, товарищей потревожили ваши недоброжелатели. И, ну, как говорится, я бы на их месте не совала пальца туда, куда мама не разрешала. А они полезли. А ну-ка посмотрим. Ух ты, карты летят. Я еще и подумала, да. Они, короче, видимо, решили вызвать кого-то из своего рода. Себе на подмогу. У них в жизни, знаете, нет энергии на что-то новое. Не хватает. Вот вызвали они. Ну хорошо, вызвали. У них что-то здесь, знаете, как в личной жизни не получается. С партнерами. Я же говорю, с партнерами, гляньте, двойка кубков, паш кубков. И здесь не получается партнерство, но они еще, понимаете как, они все привлекают к себе какие-то силы. И знаете, такие, которые бы с ними сотрудничать хотели. Да, потому что у них четверка кубков, они, короче, здесь люди могут побухивать, это раз, от безысходки. То есть безысходность у людей, скука, тоска, приелость. У них нет, понимаете, сил на что-то новое, на путешествие, на открытие, допустим, начать что-то свое, заняться собой. Знаете, то есть такие уже сидят и не знают, кого бы пообсуждать. Здесь еще также, смотрите, делали вам на приворот. Давайте скажу проще, да, чтобы не рассказывать все по сценарию. Здесь приворот, короче, вызывали силы, чтобы приворот на вас сработал, потому что здесь, кстати, этот недоброжелатель может быть вашим бывшим партнером. Жена, муж, вот туда копайте, потому что древо выпадает, древо рода, и вызывали прям... И либо через вас получить вот этот туз жезлов, да, вот эту искру жизни, либо же еще какими-то методами. А не получается. А ну-ка давайте, как эти силы к ним относятся, посмотрим. Хорошо. А эти силы полностью, знаете, как если договора они с ними заключают, они всего им не рассказывают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь, ребята, силы, знаете, как относятся? О, дурачок, смотрите, что делает. А давайте его поимеем. А давайте. Пришло его время. Вот как они к нему относятся. Здесь силы вышли, их вызвали, они вышли, и сейчас вы, видимо, работы проводите, и сейчас эти силы вводят вашего недоброжелателя в потери. И потери эти происходят у него в результате неверности и лжи. По работе врут, обманывают, подставляют, на деньги вообще, ну, кидают хорошо. Если там находился в каких-то недоотношениях персонаж ваш, нет тех отношений.
Он, знаете, здесь, видимо, из области фантазера, который... Вот у меня и должность должна быть прекрасная, и денежек навалом, и семья у меня, все должно быть по фэншую. Знаете почему? Потому что человек зависим от мнения окружающих. То есть мы, короче, на публику создаем картинку идеального человека, а по ночам там бьем жену. Ну, допустим, да, я как от лица девочки буду говорить, допустим, это ваш бывший там партнер, муж или кто он там был. Но здесь, смотрите, здесь еще может быть такой момент, что у вас даже могут быть дети общие. Вот. И как пример, если не партнерство, здесь с семьей связано однозначно ваш недоброжелатель по крови. Смотрите, здесь как. Днем мы прекрасный принц, да, на белом коне или на каком там, вот. На летней резине в зимнюю пору. А там по вечерам мы жену бьем, и бухать мы ходим, и по баням с шалавами мы таскаемся, короче, живем в свое удовольствие. Понимаете, вот какой здесь персонаж. И для вот этих сил, которых он вызывал, он просто, ну, вишенка на торте. Так что вот так вот жизнь у него обстоит. Понимаете, здесь нет конкретной событийки. Почему? Потому что здесь лупит по душевности. То есть человека пытаются вывести на духовный путь. Да, вот такими методами, да, именно эти темные силы, ну, они для этого и созданы. Так что здесь показывают внутреннее состояние человека. Одержим тем, чтобы вот привлечь к себе партнерство. Смотрите, по отношению к вам человек как бы настроен воинственно, да? Пытается вас в чем-то переубедить, надеется, что, короче говоря, если не вы, то кто-то другой в его жизнь придет и исцелит его раненую душу. Товарищ, да тебе к психиатру пора, блин. Кому ты черта нужен? Ну, разве что ему, да. Такое несчастье. Ну, то есть, понимаете, ребят, как я... Вот давайте я вам свое мнение выскажу, да, по этой всей ситуации. Я, допустим, считаю ниже своего достоинства заниматься приворотами. Да, возможно, в прошлой жизни я просто накуролесила, и я в курсе, что за это бывает. Если человек прибегает к такой магии, это уже в априори человек неуверенный в себе, с кучей комплексов, да, он просто по-другому не может, боится. И ну, о чем тут еще говорить? Понимаете? Тут даже говорить не о чем. А для человека это не зазорно, потому что это его уровень. Он других методов не знает. И плюс еще, знаете, здесь... А ну-ка, давайте к вам еще что. Да-да-да, здесь к вам так воинственно. Ну, очень хочет вас в чем-то переубедить. Кстати, может к вам приехать этот персонаж. В чем хочешь переубедить? Ух ты! Вот это интересно. Знаете, в чем хочет переубедить? Может, скажет, что я ушел из другой семьи, типа, да, все в своих руках держу. Второй вариант, ну, типа, давай будем вместе, да. Второй вариант, это то, что будет жаловаться на то, что
как ему печально, ну, короче, на жалость давить, поняли? Как ему теперь плохо, как ему нехорошо. У него, знаете, как будет пытаться вас переубедить в том, что у него груз прошлой вины, что он выходит уже из этого кризиса, что он все осознал. Вот так вот. Хорошо, а ну-ка на сторонние ресурсы. А знаете, чистится, короче, чистится, чтобы у него в любви, в семье все было хорошо, в сотрудничестве с другими людьми. Ну, такой, знаете, подхалим, короче, человек. Знаете, работу сделал, допустим, вот партнерство в бизнесе, работу сделал, да, на кого-то там, что-то себе. И такой выжидает момент, когда вот и как подойти к человеку. Чистится. В новое хочет уйти. Хорошо, тогда зачем к вам? Очень интересно. У него безвыходное положение. Его, короче, родовая система сбросила очень резко, с определенного пьедестала. Пути дороги вперед закрыты, крадники, люди ненадежные его окружают. И этот человек, короче, из безысходки ринется к вам. Но планы свои истинные он скрывать будет. Ну, а там смотрите на цирк, который он будет вам показывать. То есть, какими методами будет пытаться воздействовать. Счастья, любви хочет, исцелиться хочет, да? А по итогу что? Ой, денег хочется. И знаете, что еще? Ой, дурила картоновая какое-то. Знаете, что он хочет? Он хочет знаний своего рода в магии. Ломится туда, ну просто, знаете, расшибает голову. Ему говорят, не лезь, он лезет. Хочет, чтобы его род наставлял, как в жизни добиться того, чего он хочет. А знаете, при этом хочет эти знания, умения для того, чтобы утверждаться за счет других. Вот для чего эти знания. А как к нему род его относится, да? Вот его родовая система. Как сила к нему относятся, мы уже посмотрели. Вот родовая его система, как к нему вообще? Как она это все? Разочарованы предки духи его рода. Разочарованы. Раздумывают. А над чем раздумываете? А у него выбор, глядите, у него еще выбор. Если будет заливать, что вы хороший друг, или ой, там, знаете, бывший захочет вернуться, учтите, у него есть другая. То есть выбирает. Понятно, с кем ему будет выгоднее. Это во-первых. Во-вторых. А во-вторых, род, система его рода отвергает все его предложения, все его потуги, все его попытки.
размышляют. И, блин, так интересно, насчет чего и чего размышляют. Ой, ну что, ну тут давайте так, самый банальный вариант, да? Да-да-да, здесь стагнация. Род ему сказал: нет, 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 мальчик, мы сейчас будем смотреть, куда ты будешь выходить. Самое банальное — выбор между двух женщин. Причем ту, которую он видит якобы более выгодную для него в материалке, да, там, может, она хорошо подгинается под его там выбрыки какие-то. На самом деле она не так уж статусна, как ему казалось. Короче говоря, хорошо ему на уши навешала, да? Ребят, прошу вас, если это не ваш партнер, да, не ваш там бывший, переверните на своего недоброжелателя. И дело в том, что этот человек закрыт. Он несправедливо поступил по отношению к вашему недоброжелателю. Выбирать заставляет. А вот это, скорее всего, вы. И он ожидает, что вы здесь к нему гнев на милость смените. И он, знаете, как напитается вашими ресурсами. И если это не бывший, а люб какой другой ваш недоброжелатель, то знаете, что он выбирает? Род смотрит, какой он выбор сделает. Либо этот персонаж примет ваш путь, то, что вы для себя избрали, примет тот факт, что вы будете отстаивать свои границы, и тогда он только после этого он получит от вас обратную отдачу. Либо же этот человек сделает ставки на деньги. Еще знаете, как вот подастся такой идее что-то взять ваше, и в итоге получит по голове. Не получит даже, я не знаю, 10-й части от того, о чем мечтает. Вот примерно на такой выбор его ставят, и плюс вот этими силами они его толкают в определенное русло. В общем, вот так как-то вот у вашего недоброжелателя жизнь обстоит, да? На данный момент. Так, хочу посмотреть на вот этой колоде Анима Мунди сейчас. Как вообще относятся высшие силы? Хотя мы посмотрели уже, да, мы род посмотрели, что тут по родовой системе идет. Так, это уже я, наверное, возверну сюда, в эту колоду. Даже не знаю, как правильно сформулировать это. Вот потоком идет, я понимаю, что надо глянуть, но сформулировать для вас не получается. У меня такое бывает.
Давайте так, на этой колоде я посмотрю, что идет от высших сил вашему недоброжелателю. Наказание, да, либо какие уроки он там будет сейчас проходить. Вот посмотрим такой аспект. Что нам вот эта колода покажет? Высшие силы хотят его проверить на стойкость. Сможет ли он удержать какие-то свои позиции, свои сбережения, свою какую-то, какая там у него не есть семья, семейные ценности. Тут взлет и падение, взлет и падение. Еще может быть, кстати, проверка через наследство. Вот знаете, проверить на вшивость, насколько человек зажрался. Хотят посмотреть, сможет ли он идти к новым целям. Отстаивать что-то высокое, действительно ценное в этом мире, а не поддаться на деньги. Но смотрите, здесь у человека, конечно, и берут через деньги. То есть деньги то есть, то нет. То есть, то нет. Уже показывать начинают, что будут забирать то, что тебе важнее всего, а по всему, видать, вашему недоброжелателю очень нужны деньги. Здесь смотрите, кто делал привороты, да, бывшие, как я уже сказала. Если кто не бывшие, здесь люди хотят держать власть над вами, над вашим ресурсом и управлять вашей жизнью. Вот этот момент будет заблокирован для вашего недоброжелателя высшими силами. Знаете, как будет искать где-то со стороны то, что вы давали, а получать не будет. Будет пытаться найти лучше оплачиваемую работу, новую не будет. Он очень многого хочет, а он этого не достоин. Вот высшие силы говорят: хочешь, докажи, что ты имеешь право этим обладать, что ты этим достоин. Вот смотрите, ваш недоброжелатель здесь точно больше идет приворотные моменты, но вы денежный ресурс, а человек по жезлам к вам. То есть, знаете, такой: пришел, увидел, победил. Здесь высшие силы посмотрели на вашего недоброжелателя. Он, короче говоря, с помощью магии привлекал к себе вот эти новые начала, возможности, деньги, ресурсы. Они это все ему блокируют. Что бы он сейчас ни делал из магии, что бы ни читал и чему бы ни учился, он этого не получит. Он будет чем больше он будет влазить в это, тем больше его будут изолировать от всех. Будут заставлять его входить в медитативный транс, дабы человек начал отстреливаться, что вообще он делает. Апатии очень много у человека. То есть, и вот это нам колода показала, это. И здесь выпадает эта же карта. Апатии очень много. Будет, да, пытаться какие-то себе защиты ставить, кстати, но чем бы дитя не тешилось, да?
лишь бы не плакала. Вот у него вот эта ситуация. С помощью магии хочет взять то, что ему не принадлежит. Уже у него болтанка есть, уже показывали. Нет, оно не останавливается, не понимает. Блокирует полностью. Если уже родовая система выбросила белый флаг и сказала: все, мы умываем руки, то высшие силы здесь, знаете как, вот здесь вот по вот этому варианту высшие силы реально, ну, и родовая система сказала: пора его научить уму-разуму, и высшие силы уже свой механизм завертели вокруг этого человека. Так, теперь давайте посмотрим, что нам из нижнего астрала скажут по вашему недоброжелателю, что его ожидает. Что его тут ожидает? Честь и достоинства лишиться. Он много чего крал у других, не только у вас. В ожиданиях вечных будет находиться. По работе очень ударит. Знаете, человек будет в обществе, особенно в рабочих моментах, выглядеть глупцом. Его еще будут, знаете, на что провоцировать? На то, чтобы он крадники, стяги, короче, крал ресурс у других. Будут на это провоцировать как специально. Вот решишься на это, помните, опять же таки отсылка к этой колоде. Я говорила, что вот может решиться на то, что должен выбрать, либо принять то, что вы для себя выбрали, либо красть. А красть хочет, чтобы себе стабильность сделать, знаете, как, ну, короче, воздвигнуть замок такой идеальный дом может построить, квартиру, может вообще приобрести хочет жилье, но нечестными деньгами. Вот на это будут его провоцировать. На данный момент, что ему там отлетают от вас? Угу. Угу. Сейчас все расскажу, ребят. А что я вам расскажу? О том, что темные сейчас пришли к вашему недоброжелателю и говорят: гляди, ребят, гляди, милый. Ты, короче говоря, да, когда-то возле тебя была благосклонность. Ну, мы смотрим именно отношение к вам, да, вашего недоброжелателя. У тебя была благосклонность определенного человека. Этот человек мог тебе с помощью, он как ключ к различным сокровищам в этом мире.
через этого человека, то есть через вас, ваш недоброжелатель мог получать эти сокровища. Но ты, дружок, не воспользовался этой ситуацией. Ты, короче, это все обнулил, да? И теперь, собственно говоря, хрен ты что получишь. Потому что у тебя и защита через вас была, да? И много о чем тебя предупреждали, и истину, ты действительно истину получал. Вот. И вы, кстати, получается, знаете, как хорошим трамплином стали для того, чтобы этот человек хоть чуть-чуть начал зарабатывать в этой жизни. А еще знаете, что идет? Если он ранее получал знания от темных, то это все закрывается, короче говоря. Да, закрывают ему это все. Короче говоря, ваш недоброжелатель вот знаете, как я вижу это на ментале сейчас? У него как будто бы вот человек в кубе находится. Рот перекрыл, темные перекрыли, верх перекрыт. Вот знаете, вот куб со всех сторон в кубе, куда ни мыкнись, и куб такой толщины, вот, ну, приличной. Если кто-то из вас его как-то изолировал, то очень неплохо там. Там такая толщина стен, но они прозрачные. Он как бы видит, а взять не может. Понимаете? Вот, ну, нельзя взять. Вот так вот. Да, ребят, здесь, смотрите, темные вводят человека в состояние, где всегда ему нужно будет бороться. Колесо фортуны отворачиваются. Если раньше ему как-то эти силы, знаете, они видели в нем резон, ну, подъедали, короче говоря, его, то сейчас там нечем питаться, он им не интересен стал. Они как-то там, знаете, его, ну, он с помощью магии себе деньги привлекал. Манипуляции, хитрости, обмана, лжи, обворовывание других людей, подставы. Вот такая вот фигня идет. И еще его эти силы, определенные силы. Кто-то ему это ставил, может быть, там мама, либо он к кому-то обращался. Так вот, ой-ой-ой-ой-ой. Здесь очень нехорошо вашего недоброжелателя. Короче, его как-то предупреждали об опасностях, понятно? Вот его как вывозило. Все, это, короче, да, здесь закрывается это все. Понимаете, этот человек, короче, все блага себе через темных брал. Здоровье, фортуну, деньги, удачу, короче, благополучие. И ему в какой-то момент стало мало. Знаете, как вот идет мне о золотой рыбке, да? Не хочу быть царицей, хочу быть там какой-то там морской владычицей, чтобы ты мне, золотая рыбка, короче, подчинялась. Вот ваш недоброжелатель брал, мало. Все мало, и он такой говорит темным: эй, вы, а ну-ка, служите мне. И темные такие посмотрели, говорят: да что ты? Да? Ну, давай сейчас поработаем, отлично. Здесь битвы, войны, здесь человек может болеть, может быть какой-то перелом, короче, или что-то в этом роде, загноение ран идет очень большое. Если не остановится, его просто снимут с поезда.
Убьют, короче говоря. Пустят в расход. Как еще это назвать, не знаю. Либо же, если не пустят, то большая кровопотеря идет. Очень большая. Плюс этот человек еще сейчас под приворотом. У него, знаете, не приворот, у него подчин и рабский ошейник идет. Он собачка на привязи, короче говоря. Ну, понимаете, еще там из себя что-то возомнил и думает, что... Даже не думает, он уверен, понимаете? Он уверен, короче, в своей победе, в своей непогрешимой... Уверен в непогрешимой уверенности в том, что за ним прям стоит, знаете, легион. Я же говорю, чудо в перьях, короче говоря. Так, ну и что, давайте по Таро вередника, тут классика жанра. Что ждет вашего недоброжелателя? Советоваться будет кому-то бежать, чтобы помогли ему принять решение, а этот, короче, кому он пойдет, он не к одному человеку обращается, он их меняет, не стесняясь, знаете. И, короче, ждет результата. А вот к этому обратиться к какому-то, и тот скажет: слышишь, а тебе, короче, духовность надо свою повышать, дружище. И понимаете, человек-то посоветует правильную вещь. Этот ваш недоброжелатель головой кивнет, скажет, что надо. Понимаете? Но выйдя от этого персонажа, от этого мага, знахаря, ваш недоброжелатель-то своей башкой смекает, что это нереально. У него просто не получается эту духовность взять. Ну никак не получается. Можно притворяться перед кем угодно. Можно даже, ну, извините меня, но объё бы от себя. Можно даже так, годами, десятилетиями. Но ты никогда не обманешь высшие, тем более низшие силы. Они-то это видят. Он просто не в состоянии, понимаете, ему... Ну вот я не знаю, но это как вот для нормального человека сказать: вот зайди в горящую избу, вот просто так зайди и сгори. Вот для него вот так вот эта духовность. А знаете, почему он ее принять не может? А потому что он на подсознании... Есть такая штука, как совесть. А совесть наша – это память прошлых жизней. И эта совесть ему говорит, ну ты же знаешь, да, что только ты пойдешь в духовность, в искреннюю духовность. Ты должен будешь расплатиться за все то говно, которое ты совершил. И он боится наказания высших, понимаете? Он этого очень боится. Вот почему и дороги перекрыты. А знаете, из-за чего этого? Ладно, там страх могут, загнуть до такой степени, что и страх его, он переступит через это. Там еще другие аспекты играют очень большую роль внутри самого человека. Страх страхом, но, знаете, авось вывезет, у других же получается, чем я типа хуже. Чисто, знаете, вот, чтоб темные во служении были. А этот говорит ему, типа, ты пойди прощения попроси. Помощи. А как же ваш недоброжелатель пойдет прощения просить, коль там надменность такая, что, не один год духовности надо, чтобы ее, пролечить. Болеть будет. И знаете как, вашему недоброжелателю, он, короче, это человек, который в свое время выбрал неверный путь и просрал очень неплохой свой потенциал.
И он думает, что так легко его взять, эти свои дары и пользоваться. Нет, милый друг, за это придется бороться и выгрызать очень много чего. И в первую очередь самому себе, если ты хочешь войти в свою силу и в свой дар. Приговор здесь, ребята, здесь будут его предавать, будут предупреждать, в треугольниках человек может находиться, люди будут вокруг него только те, которые им пользуются. Он как бы с ними о чем-то договаривается, договора заключает для того, чтобы, знаете, занять лучший пост, подняться там, да, в работе, в деньгах. А ему одни лжецы попадаются, короче, такие же, как он, понимаете, один за другим. Одни, короче, декорации, люди, машины, работа, сфера деятельности меняется, все, суть остается неизменной, и никто ему не поможет. До тех пор иллюзии будут лететь по полной программе. И когда иллюзии спадут, ангел-хранитель ему известие принесет. Какое известие? Ангел-хранитель ему даст такой намек. А те ли ты молитвы, дружище, читал? А к тем ли ты людям обращался в свое время? А ну-ка подумай. А ну-ка проанализируй, да, вообще хронологию действий. Высшие, знаете, как здесь вот высшие и из рода. Кто-то из рода в ранге высших сил придет и скажет: хватит на распутье стоять, все, заканчивай, делай выбор. И они ему, как знаете, покажут дверь, скажут: ну вот смотри, можно вот так, получишь защиту. Уходи от подлых, меняй себя. И тогда такое же к тебе не будет притягиваться. Много ваш недоброжелатель сплетен распускает, много просто трепится своим языком. Это вот балаболище какое-то. Знаете, как это вот тузик тряпку таскает, так ему и языком трепаться. И плевать, что он говорит. Понимаете? Как баба. Вот если это мужчина, это не мужчина, это просто баба какая-то. Даже не женщина, это баба. Селючка, знаете, которая... Вот свиней покормить и кого-то пообсуждать. Все, приоритетов других нет в жизни. И это не в ущерб тем, людям, которые свое хозяйство ведут. Вы понимаете, о ком я, да? Есть люди, которые свое хозяйство лелеют, там, свой дом, да, что-то там. Им некогда трепаться о всем вот этому. Знаете, есть вот такие ходят, блин. Народное радио, или, сарафанное радио их еще называют. Будет себе защиты, обереги делать, а они все будут отравлены для него. Ни черта не сработает. Захочет от нищеты исцелиться. С помощью колдовства благополучия будет себе. То есть, смотрите, человек не тормозит. Будет ждать, когда же к нему эта власть придет.
Из-за своей жадности, пока он будет в этой жадности, его будут лупить, лупить и лупить. Знаете, вот так. Раз попал на машине в аварию, второй чуть сильнее, третий раз еще что-то там, четвертый раз там подзаболел чем-то. Вот знаете, его подводят к обрыву, к краю, толкают. Тот пока летит, доли секунды что-то осознает, его подхватывают, говорят так, сделай выводы и иди. Он тут же делает те же самые ошибки, понимаете, и опять падает. Вот убить не убьют, но покалечат его душу изрядно. То есть, знаете, это мясорубка, вечная мясорубка. Вот ее пропустили, кинули опять, пропустили, кинули опять, пропустили. Ну, что я вам хочу сказать, ваш недоброжелатель? Это ад. Это ад на земле. И ты живешь и не понимаешь, какого хрена и как из этой кабалы выбраться. На него и магия будет сыпаться, причем от его же родни. Причем от его же родни. Понимаете? Если родня адекват, значит там будет именно род выходить или подсылать таких людей, которых надо будет, знаете, опекать, на них деньги сливать свои, то есть, а сам будет зависим. А знаете, что он зависим? Вот я якобы кому-то помогаю, я что-то значу. Вот знаете, вот очень опущенная самооценка у человека, и он, вот я вам типа помог, да, вы мне поклоняетесь, и он тогда такой, ох, это же я царь Бог всея Руси, понимаете? А эти люди, которым он вот так вот подачки кидает, там прохаванные товарищи и такие, да-да-да, милок, да-да-да, а сами с него тянут, 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 понимаете? И магию на него хренячат, делают. С одним таким персонажем из своей жизни вопрос закрыл ситуацию. Тут же следующее. Тут же такой же персонаж, суть не меняется. Другой человек, просто другие декорации приходят. Это по высшему суду. Проклятие по высшему суду, ребята. И тут, если будет соваться к вам, то от вас будет отлетать, ох, хорошо. Там по сердечной чакре, здесь могут быть также проблемы с сердцем, да, там подселенцы неупокоенные, замутнение рассудка, и оно, с чем он остается? На привороте будет. Будет под приворотами находиться, это ему расплата за его деяния. И против вас, и еще, да, хотел, чтобы вы пали, понимаете, пали ниц, еще перед ним. Разочарование, а от людей будет зависеть, ой, новой жизни хочет. А пока только хочет новой жизни, на самом деле, понимаете, является как мусорный пакет, в который другие люди, которыми он себя окружил, считая их достойными, а они такие же, как он, понимаете, только более прохаванные, чем он, и все. Они им пользуются, и в него скидывают тут всю свою негативную какую-то карму. Какие-то там, знаете, обраты, они на него, там отводы на него ставят, сбрасывают. Понимаете, этот человек любит лесть. И за счет этого определенные люди в его окружении этим пользуются. Извините, здесь вот идет выражение такое. Использованный кондом, в который кончают все, абсолютно все. Вопрос только в одном, когда он лопнет. Все. Подселенцы, узник, ой, зависимости, ну, его к покаянию ведут, в духовность, а он отрекается от этого упорно. Ну, что я вам хочу сказать, здесь вряд ли человек
одним воплощением решит эти задачи. Нет, вряд ли. И с таким рьяным упорством, которое он проявляет, вот будет, по-моему, и все. 5 воплощений, пускай еще пашет, если ума нет. Его дело, в принципе. Тут, понимаете, этому человеку, ну, извините, рот не достучался. Темные пытаются хоть как-то, понимаете, им это, ну, он на их вибрациях, они его уже направляют ни в какую. Высшие направляют ни в какую. Родовая система, все, дистанцировалась. О чем здесь можно говорить? Здесь, знаете, смотрите на вашего недоброжелателя, и здесь можно реально ужаснуться. Знаете от чего? От того, что человек прожигает свое воплощение, свою жизнь на один урок. Понимаете? Который может еще затянуться, еще дальше, дальше и дальше. Здесь человек завязывает кармические узлы на своей карме очень сильные. Здесь один бывает узел, блин, хлебаешь 30 лет, потом такой, так, вот что-то разрешилось, ты выруливаешь, потом следующий. Понимаете, это здесь, вот у меня лично спортивный интерес, да, сколько я вот успею пройти вот этих узлов, которые осталось лично мне. А здесь человек в одном узле сидит десятилетиями, всю жизнь просидит. Это печально на самом деле, но это его путь. То есть, как бы, глядя на него, сделайте выводы и попробуйте передать эту информацию своим потомкам, дабы они сделали какие-то выводы, да, что вот можно жизнь прожить и один урок не проработать. Но это, грубо говоря, как всю жизнь оставаться в 1 классе, понимаете, ни в институт не попасть, ни на работу, вот тупо в 1 классе, год за годом. Ну, как-то, в общем, вот так вот. Черные камушки у вас по вашим недоброжелателям. Получилось емко, обширно. Захотелось мне копнуть в это все. Вот. Я вас благодарю за вашу выдержку. Что-то так по потоку пошло, но, видимо, пришла пора, да, вот именно вот с такого ракурса посмотреть. Почему? Потому что вот, ну, там в деньгах потерял, там ушел, от него кто-то ушел, да, там. Бытовуха это не столь интересно. Бытовуха, физика это всего лишь последствия. А вот что стоит за ними, это куда интереснее. В общем, ладненько, ребят, черные камушки, добра вам этого мира. Я к белым перехожу. Они, видимо, уже бедненькие заждались. Итак, белые камушки, я вас приветствую. Давайте-ка посмотрим, что у ваших недоброжелателей после этого имболка, да? Как у них там жизнь сейчас обстоит и как к ним относятся различные силы. Как вообще там у них... Настрой по жизни какой. Слушайте, а тут ваши недоброжелатели закрываются. Еще и как закрываются. Ладненько. В самобичеваниях находятся люди. Но защиты держат.
Да ну что ж такое-то? Ну, уже получше. Здесь у ваших недоброжелателей оборвана связь с его родом, с его даром, с его умением, с теми знаниями, которые он получал. Так, что у него там происходит? Ситуация с домом связана. За свое счастье приходится бороться этому человеку. Вот здесь реально бытовые моменты. Здесь за свои идеи, за свои мысли, за свои желания приходится человеку воевать, доказывать, отстаивать себя, понимаете? Здесь, возможно, партнер у этого недоброжелателя, партнер под зависимостями какими-то магическими. Это, кстати, по справедливости вашему недоброжелателю. Да, за свою фортуну воюет. О, все понятно. И здесь ваш недоброжелатель не получает ответной любви от партнера, от своей семьи, от кого-то из близкого окружения. Вот прям заблокировано это, причем заблокировано с помощью магии по справедливости за его влияние на других людей. Ударило по семье. Здесь ваш недоброжелатель хочет добиться от какого-то человека взаимной отдачи, а не получается. Потому что ваш недоброжелатель находится в определенных самоморочках, он видит в паже короля, понимаете? Ну, дорисовал некоторые качества человеку, которые тому не присущи. И теперь как бы... Ну, видимо, пошел спад по личным ресурсам, да, внутренним. И нет, чтобы отказаться от этого человека, ну, а ваш недоброжелатель нет. Я смогу и то удержать. А получается, держится не за того. Короче говоря, вашему недоброжелателю даны такие отношения, такая ситуация, где он должен научиться разбираться в людях, как вы в свое время разобрались в вашем недоброжелателе. Короче, его пользуют так же сейчас, как он пользовал вас. То есть через третьих лиц вашего недоброжелателя вот так вот штрафуют. Вот знаете, что я вам могу сказать по вашему недоброжелателю? Здесь, видимо, будет не такой затяжной, как первый вариант. Здесь все просто. Ну, намного попроще. Здесь ваш оппонент в свое время не мог отдавать вам столько же, сколько вы вкладывали в этого человека. И к нему в жизнь привели другого, говорят, вот на, подвлюбись, либо на вот через детей, либо там через братьев, через сестер, через кого-то родного, да, они не получаешь отдачи, как тебе, сделай выводы, это все по справедливости тебе идет. Нет, воюем, боремся, и пока мы в этой белиберде находимся, мы теряем свой ресурс. Но здесь человек-практик, ваш недоброжелатель. Хочу и магией заниматься, и с этим человеком быть. Такое что-то. В творчество хочу, искры хочу. Между двух огней, понимаете? Либо своим путем идти,
либо сливать свою энергию на эмоции, на отношения, на чувства. Здесь вот этого персонажа к вашему недоброжелателю, и гляньте, дно колоды, дьявол. Шут дьявол. Замечательная композиция на итог. Я же говорю, здесь будет все проще. Здесь ваш недоброжелатель имеет такие качества, знаете, как волк в овечьей шкуре. Вот задатки маньяка. У него начались вот эти вот задатки маньяка в психике, понимаете? Я хочу, значит, я имею право, значит, это мое. Ну, короче, тю-тю на голову, и поэтому его как бы тут притормаживают по высшему суду. Тут рот ему перекрывает. И знаете, перекрывают планомерно, потихонечку, по чуть-чуточку. Ваш недоброжелатель боится принять какое-то решение. Хочет быть, вот знаете, вот здесь идет женщина мне. Хочет быть любимой, хочет, чтобы в доме все было, а не получается, разочарования идут. Настаивает на своем, хочет исцелиться, а в итоге, кстати, тоже прибухивает. Ну что, ребятки, расклад у нас снова подзавис на втором варианте. Видимо, тут девочка, которую вы смотрите, ваша вражинка не хочет, чтобы ее просматривали. Тут человек перед выбором стоит. Либо находиться в отношениях, сливать свой потенциал, свой дар, либо же действовать, менять себя. Но при этом человек выбирает путь, где он самоутверждается за счет других. То есть, понимаете, если сказать коротко, ввиду того, что я даже не знаю, сейчас пишет ли камера, хотя по идее должна, тут тупик. Тут просто тупик. Причем такой, знаете, приличненький. Надеюсь, вам все видно. Если хотите, я вам карты тут приподоткрою чуток. Это из области снова у нас будет один звук. И очень повезет, если я его вытащу из видео. Ну, короче, как-то так. Так, давайте посмотрим вашего недоброжелателя, что там у него по высшим силам, что они ему. Давали власть, давали магию. Но человек безрассуден. Провидец, и есть способности. Есть амбиции, есть напор, но безрассуден. Завершают, обнуляют его способности мага. Вот что происходит с вашим недоброжелателем. Смотрите, мир, шут, звезда и маг. 4 старших аркана. Это все по справедливости, это для того, чтобы человека научить, чтобы он научился оценить то, что ему дано. Ну и плюс его там заносит неплохо. Обнуляются все надежды, мечты, все. Здесь человек настойчиво хочет добиться своего в любви. Возможно, кого-то даже привораживает. Поэтому здесь высшие силы ему закрывают вот этот обмен.
обмен знаний с собой. И человек в ностальгию впадает, а как раньше было хорошо, а почему же я не ценил, не думал и тому подобное. Здесь ваш недоброжелатель практик. Помехи, конечно, снова мне жаль, что не записалось полностью видео. Какого ляда это происходит, я не знаю. Но, точнее, я знаю, какого оно происходит. Вот настолько в пространстве ваших недоброжелателей много деструктивных энергий, да, и сущностей, и всего остального, что оно забивает даже технику мне. Надо будет немножечко подрихтовать этот вопрос, потому как, это уже знаете, завидное постоянство вот это вот происходит, мне это перестает нравиться. Итак, что там темные думают по вашему недоброжелателю? Ну, защитники у него есть из темных. Считают, у него хорошие там духи-помощники стоят. Считают его верным бойцом, но дело в том, что тяжело ему фортуна дается. Этот человек от чего-то решил, что он чего захочет, то и будет брать из жизни других людей с помощью магии. Угу, да. Тут идет разрушение. Этот человек, короче говоря, влез в чью-то семью, видимо, с помощью магии кого-то себе хочет. Плюнул на понимание духовности, на понятие совести, взял разгон и как бы, ну, проходит, короче, свое обучение. Что здесь еще добавить? Денег хочет, любви хочет. Очень много старо работает, узнает информацию о прошлом, настоящем, будущем. За то, что воровал то, что ему не принадлежит у других людей, и вы в том числе, вот за это наказывают. Этот человек начал видеть нижние миры более явно. А почему? Потому что, знаете как, его темные уничтожают определенными пороками. Они помогать-то помогали и где-то еще поддерживают, но свои наказания есть, и наказание через то, что человек больше не в состоянии управлять своей судьбой. И даны были силы. Короче говоря, человек на данном этапе просто их просрал.
просто, короче говоря, их просрал, профукал. Темные, это человек с темными работает. Он мог бы через темных очень неплохие дела делать. В смысле, ну, правильные дела. Но, увы и ах, пошел не по тому пути. Ну, не справился на повороте, да? Просто не справился на повороте. И знаете как? Мне вот кажется, что именно вы в жизни этого человека и то, как он с вами поступил, стали точкой отсчета его падения. Он не просто так вот этого встретил человека, за которым вот усыкается, вот я хочу, чтобы у нас были отношения. Да, подселенцы. Подселенцы прекращают ему давать свою поддержку, дары судьбы, то есть отрекаются от тех договоров, которые ваш недоброжелатель с ними заключал. Угу. Здесь заканчивается поддержка какого-то для него значимого человека, возможно, того, который его обучал магии и вел к этой власти. Ну, как бы говорят, в духовности будет тебе счастье. А что ваш недоброжелатель выбирает? А ваш недоброжелатель сидит в треугольниках, в состоянии жертвы. И все мстит каким-то своим врагам, понимаете? Сливает туда очень много энергии. Но это его путь, он сам его выбрал. Защиты себе проставляет. Зависит от мнения других людей. Привораживает человек кого-то, привораживает. Тут начитывает. И понимаете, с одной стороны кается, а с другой стороны продолжает делать тоже из-за жадности все. А с другой стороны продолжает херней маяться. Обереги себе ставит, чистится, защищается, с кем-то там он воюет, при этом сливает свой ресурс на человека, который недостойно с ним себя ведет. Да, через этого человека и род, и высшие силы, и даже тоже темные, но темные там держат. Еще связь такую прочную с вашим недоброжелателем. В общем, род и высшая сила здесь приговор выносят этому человеку вашему. На кладбище работает. Тут у человека замутнение разума идет, мороки, оморочки и ежи. А еси на небеси, хочется сказать мне почему-то. Но здесь человек закрыл себя от чувств, от сострадания, от высоковибрационных эмоций, чувств и тому подобное. За свою надменность, за то, что заключал, точнее, договора не с теми целями, с которыми следовало бы заключать, будет оштрафован. Договора все будут разорваны. Волю сломят этого человека. Сломят. Иллюзии его вдребезги разнесут. Человек будет очень удивлен, почему это по отношению к нему так подло поступили. Будет предупрежден ангелом-хранителем о новой жизни. А что в новой жизни? Здесь еще очень много у него недоброжелателей, вплоть до того, что проблемы с законодательной системой, правоохранительные органы. Может, кстати, и больница быть, всякое может быть, понимаете? Вот тут система целая. Что-то у него,
будет надеяться на одно, оно разрушится. Будет искать помощи в том, чтобы это проклятие снять. А знаете, этот человек, ваш недоброжелатель, узник вот этих всех, вы понимаете, он в жернова попал. Это за то, что он скрытый умысел против вас имел, и теперь он вас в состоянии жертвы водил, а теперь его сама судьба поставила в такое положение, где он жертва. Здесь очень сильно его обманут. Здесь, знаете, как через любовные чувства заберут материалку. Квартиру, деньги, плюс ресурс. Человек сольет свой потенциал, и это все по высшему суду. И смотрите, карта, не знаю, пишется, надеюсь, пишется видео, здесь карта закрывает колоду предки. Предки сейчас решают его судьбу, они очень много об этом говорят, и свой вердикт они ему дадут знать, что теперь этот человек в зависимостях. И это для того, чтобы научить его уму-разуму, как не стоит и куда не стоит применять свой дар. То есть человек недооценил те возможности, которые ему дали, когда с помощью темных ты творишь благие дела. Это один из высших пилотажей. Человек зажрался. Просто-напросто решил, что ему теперь море по колено, и он вершитель судеб. И у вас, кстати, он несанкционированно брал то, что ему не принадлежало. Ему почему-то показалось, что это должно быть у него. Но знаете как, вы были искушением для этого человека. Он с вами должен был проявить либо свои худшие качества, либо лучшие. И он, судя здесь по всему, проявил худшие. Ну, пусть теперь кушает. И да не подавится. Уроки проходят. Если чего-то до человека дойдет, все ему вернут. Сделает он выводы. Но хочу сказать сразу, вот это вот мельница у него может затянуться лет на 10. Так что вот так вот белый камушек. Я постараюсь решить вопросы с пространством, дабы в будущем как-то, ну, у вас здесь, да, здесь все проще, здесь все понятнее, нежели в первом. Я там больше погрузилась в это все. В первом варианте для черных камней было. Ну, короче говоря, нужно мне пошаманить, дабы вот эти все моменты, которые я просматриваю, вот так сильно не влияли на технику. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Ребят, пишите ваши комментарии, истории. Я буду очень заинтересована в них, почитать, как у вас все это проигрывается, что у вас там за недоброжелатели такие, да, попались, какие у вас, опять же, такие истории. Ну и желаю вам, как обычно, добра этого мира. Пока-пока.